Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Март для скорпионов». Этот расклад будет именно для тех, кто родился под знаком зодиака Скорпион. У нас будет одна общая позиция для всех скорпионов. Выбирать ничего не нужно. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее, и мы посмотрим общую атмосферу марта, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Итак, уважаемые скорпионы и те, кто ими интересуется, давайте начнем. Общая атмосфера марта. Общая атмосфера марта для скорпионов. Так, очень интересно. Ну, в первую очередь, здесь положительным моментом является то, что скорпионы движутся вперед к намеченным целям. Причем, вы знаете, в настроении таком очень вдохновленном. Карта корабль – это лечу вперед за мечтой. Это такое состояние, когда вы движетесь к намеченной цели. Причем она может быть достигнута, эта цель, не в марте, а несколько позже. Но вы обязательно получите то, чего вы очень хотели. Смотрите, карта гроб символизирует завершение какого-либо периода. Не обязательно это плохие какие-то события, это не потери, это не то, что вот прям разрушение, крах какой-то. Это элементарно прекращение, ну, допустим, трудового договора с работодателем. Это перемена места жительства, то есть мы прощаемся с тем, что было нам достаточно продолжительный период времени дорого, да, либо значимо для нас, и идем вперед, потому что вот эти перемены, они несут положительный посыл. Это не негативное значение, это значение больше положительное, когда мы меняем что-то в своей жизни и меняем в лучшую сторону. Очень важным для скорпионов моментом будет либо сохранение женственности, да, если смотрят женщины, либо обретение и сохранение женщины рядом, потому что женская энергия в марте для скорпионов очень пригодится. Она будет для вас очень благополучно, благоприятна. Хороший месяц. Единственный момент вот здесь без определенного рода точек не обойтись. В любом случае придется на чем-то остановиться, да, где-то вот поставить вот эти точки. Не многоточие, а именно точки. Что будет в работе? Что в работе у скорпионов в марте? Все в ваших руках. Смотрите, ну, на самом деле, судя по всему, вот эти перемены, которые ждут скорпионов в марте, они касаются не работы, а чего-то другого. Это жилье, это дружба, это семья, все что угодно. Это те цели, к чему вы стремитесь. А в работе, вот вы знаете, вам такое ощущение, что вам некогда. Да, вы работаете, причем работаете успешно, у вас есть силы, у вас ресурсы, но работе вы уделяете меньше времени, чем могли бы. И вы как будто бы ставите вот этот рабочий процесс на паузу, да, то есть подождите, давайте мы немножечко тут пока притормозим. Обычно вы работаете таким образом, ну, грубо говоря, как лошадка, работаете на износ, вы много делаете, вы много работаете, вы много получаете, но за счет того, что в марте у вас идут активные такие события, активное погружение в достижение своих целей, которые с работой не связаны, у вас работа, она как будто бы становится, ну, не то, что на некую паузу, а вам просто по большей части, да, в большей степени не до работы. И вы говорите, ну, подождите, сейчас я решу эти вопросы, и я буду снова работать в прежнем режиме. Тем не менее, здесь все хорошо, тем не менее, здесь все замечательно. Причем, вы знаете, ну, сейчас давайте сферу финансов посмотрим. Финансы. Опять же, пауза, да, вот то, что я и хотела сказать. За счет того, что меньше времени будете уделять работе, здесь меньше доходов у вас, да, то есть такое состояние, когда
все вроде есть, денег хватает, но опять же, всю прибыль и всю деятельную активность в отношении работы вы оставляете на потом. Не сейчас. Вот мне сейчас важно решить эти вопросы, значимые для меня, а работа и финансы – это все потом. Но у вас нет каких-то финансовых дыр, у вас есть рядом люди, которые вам готовы помочь, которые вас готовы поддержать в финансах, и это хорошо, это замечательно. Расходы будут. Но вы знаете, какие расходы? Расходы, они оправданные, да, то есть это какие-то стоящие покупки, это траты на что-то такое, что будет для вас полезно. Если это помощь, то это помощь, которая действительно нужна, которая в дальнейшем и вам будет плюсом, и тем людям, собственно, которым вы помогаете. Поэтому здесь все, что касается работы и финансов, пока немножечко в такой, ну, не могу сказать, что паузе, хотя да, наверное, вот правильнее будет сказать, в неком таком медленном развитии своем. Что касается любви, личной жизни скорпионов в марте. Королева жезлов. А здесь очень много зависит от вас самой. Смотрите, для женщин, да, смотрят женщины, новых мужчин в вашей жизни я не вижу. Для тех, кто является мужчиной, да, мужчины, которые смотрят, здесь возможно новое знакомство, либо появление другой женской фигуры по отношению к вам. Но здесь, знаете, вот как бы там ни было, какими бы статусами вы ни обладали, все, что будет происходить в личной жизни, вас больше огорчает, а не радует. И те отношения, в которых вы находитесь, те поступки, которые вы совершаете с позиции разума. Здесь нет такого, что я вот люблю и прям как бабочка порхаю. Вы понимаете, что за счет тех отношений, в которых вы находитесь, вы достигнете определенных целей, да, то есть либо в приоритете семья, либо в приоритете там совместный бизнес, совместные какие-то дела, и поэтому вы делаете выбор в пользу того, чтобы как-то вот усмирить свои эмоции, потому что если разбирать эмоции, то здесь сплошные огорчения и разочарования. У каждого, конечно же, это своя ситуация, у каждого это такая позиция, могу, конечно же, уточнить, да, но каждый, опять же, найдет свое, что разочаровывает. Претензии друг к другу. У кого-то это ревность, у кого-то это невозможность найти компромисс. Хотя, вы знаете, вы из одного теста, мужчина и женщина, они здесь подстать друг другу. Не нужно стараться мериться майками, не нужно стараться выяснить отношения. Нужно, вот посмотрите, справедливость, правосудие, суметь посмотреть на ситуацию объективно и ни в коем случае не огорчаться. Потому что то, куда вы двигаетесь только в сторону благополучия. У кого-то здесь грядет свадьба. Прям вот посмотрите на эту карту. Это именно такое вот семейное мероприятие. У кого-то это новоселье, у кого-то это те события, которые будут ознаменованы чем-то таким вот радостным, да, чем-то таким прекрасным для вас и для вашего партнера. Поэтому временные огорчения, временные разочарования в марте, они пройдут. Есть страхи, которые вас сейчас настигают, которые вас угнетают. Не нужно. Отбросьте в сторону негативные эмоции, отбросьте в сторону разочарования, поймите, что тот период, который у вас сейчас, он связан с тем, что нужно пройти определенные сложности. Скорее всего, это связано с тем, что вот нужно достичь определенных целей, да, прям все свои ресурсы направить на то, что для вас сейчас первостепенно. И потом, когда цели будут достигнуты, здесь в нужное русло войдут и ваши любовно-романтические отношения, семейные отношения. Здесь все наладится. Просто, знаете, вот это движение вперед, оно вас немножечко, знаете, вот истощает эмоционально. Истощает энергетически за счет того, что много сил вы тратите на это, много времени тратите. Но все будет на пользу, все будет во благо. Важно оставаться в мягких женских энергиях, либо при мягкой, при женской энергии.
Потому что то, куда вы идете, принесет вам радость и счастье. Поэтому все вот эти огорчения в марте у скорпионов в сфере любви, это все временно, это все пройдет. Давайте посмотрим, к чему стремиться. К счастью, к радости, семья, детки, счастье. Кому-то просто в отпуск можно. Смотрите, если вы участвуете в каком-то, ну, так скажем, спорном процессе, да, в каком-то процессе, где вам приходится отстаивать свои позиции, бороться, защищаться, важно искать компромиссы, отстаивать свои интересы, но искать выход из ситуации, я не могу сказать, что это будет прям компромисс, это будет несколько иной подход. Здесь нужно пересмотреть свою позицию, когда вы, вот знаете, вот прям напролом идете. Ну, не нужно идти напролом. Важно рассмотреть тот вариант, который вы либо отметали, либо не видели. Поверните голову. Вот то, на что вы концентрируете свое внимание, оно ничего нового вам не покажет, ничего нового не сообщит. Поверните голову, вы увидите выход из той ситуации, в которой вы находитесь. И вот этот выход, он как раз-таки вас порадует. Чего остерегаться, скорпионам в марте? Чего остерегаться? Ой, все моменты десятка пентаклей. Во-первых, смотрите, рядом с вами могут находиться корыстные люди. Под видом друзей, коллег, родственников, те, кто захочет нажиться на вашем успехе. Да, здесь даже у нас в сигнификаторах лисичка еще на обороте. Поэтому хитрых людей, корыстных людей старайтесь избегать. Это первый момент. Второй момент. Все вопросы, которые касаются любви, семьи, партнерства. Вот в решении этих вопросов будьте максимально аккуратными, осторожными и деликатными. Не торопитесь. Понятно, что хочется двигаться вперед, хочется вот все сразу и вчера. Не спешите. Спешка здесь ни к чему хорошему не приведет. Эмоции – это хорошо, но избыток эмоций не всегда хорошо. Поэтому все, что касается семьи, партнерства, эмоций, движения вперед, пусть заслуживает вашего особого внимания, и это внимание должно быть деликатным. Не так, что вот раз. Кстати, вот на почве вот этой вот спешки могут и наблюдаться разногласия в сфере любви. То есть вы хотите прям вот быстро и сразу. Партнер, на самом деле он хочет тоже быстро и сразу, но у вас несколько разные взгляды на ситуацию, и поэтому стоит учесть тот совет, который дают вам карты, и действовать именно так, как вот было сказано чуть выше. Поэтому, в принципе, для вас март очень благоприятный месяц, но вот эти вот нюансы, вот эти, так скажем, пробуксовки, сложности, трудности, которые могут явиться ложкой дегтя в бочке меда, вот эту ложку дегтя лучше оставить где-то вот вне вашей бочки меда, и тогда все будет хорошо. Действуйте аккуратно, действуйте не спеша, действуйте осознанно, обдуманно и разумно. Женская, мягкая, такая вот неспешная, теплая энергия вам в этом поможет. Да, и у многих здесь, у многих скорпионов, смотрите, здесь как движение вперед, просто не в таком быстром темпе, в каком вам хотелось бы. Все у вас обязательно, уважаемые дорогие скорпионы, будет хорошо. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь, за лайки, подписки, комментарии. До встречи с вами в новых видео.